Пробуем. Это похоже на пиццу. Нет, я бы так не сказала. Ну что, пробуем. Всем привет! Вы на канале Олеся Лойс, и сегодня у нас рубрика «Проверка рецептов из ТикТока». И первый рецепт, который мы сегодня с вами проверим, можно ли сварить из чипсов пюре. Для этого рецепта нам понадобятся классические чипсы Лейс. Тут я опускаю наш рецепт, и нам нужно вскипятить воду в кастрюле и высыпать туда пачку чипсов Лейс классические. Немножечко их там поварить, слить на друшлаг, добавить молоко, добавить сливочное масло и перемешать все это. Можно перемешать, мне кажется, это все вилкой. И получается, должно, по крайней мере, получиться пюре. Не знаю, насколько оно получится пюрешным, вкусным и так далее. Давайте проверим этот рецепт. Вода закипела, теперь засыпаем туда чипсы. Перемешиваем их. Время варки там не указано, поэтому будем смотреть, чтобы они размякли. Они поварились где-то минут 5, они размякли, и я думаю, что нет смысла варить их дольше. Сейчас я их на друшлаг кину, солью воду и вернусь. Получились вот такие вот хлопья размякшие. Так, если руки трясутся, то я делаю просто одной рукой. Заливаем туда молоко, если что, подлью еще, и кидаем туда сливочное масло. Теперь я это перемешаю колотушкой. Получилось у меня вот такое вот пюре, и разложим по тарелочкам. На удивление пахнет приятно, как картофельное пюре. Может быть, оно получилось слегка жидковато, но скорее всего это из-за того, что я добавила туда много сливочного масла. Но сливочного масла много не бывает. Пробуем. Это довольно-таки приятно на вкус. Я бы не сказала, что это невкусно. Больше мне это напоминает вареные чипсы. Хоть мои чипсы были Лейс с солью, в итоге получилось не очень соленым. Хочешь пробовать? Не понравилось? Мой муж сказал, что это странновато и непонятно. Он не понял, понравилось ему или нет. Ну а я доела всю тарелку и могу сказать, что это на вкус... Нет, это не пюре, но это как вареные чипсики, такие слегка солененькие, сливочные, потому что там есть масло и молоко. Я бы поставила этому рецепту 6 из 10 баллов, потому что это не так плохо. Но можно ли этим заменить пюре? Думаю, вряд ли. Можно ли сделать это и поесть? Думаю, да, почему бы и нет. И если вы хотели и долго думали, стоит ли переводить целую пачку чипсов Лейс, чтобы сделать себе пюре, то я думаю, да, попробуйте. А следующий рецепт, который мы сегодня с вами проверим, это пицца за 1 минуту. Что нам нужно для этого рецепта? Нам нужна мука, разрыхлитель, так, молоко, масло. Перемешиваем все это в тарелочке. Сверху мы кладем томатную пасту, сыр, помидор и кладем это в микроволновку на 1 минуту. И у нас должна получиться такая потрясающая мини... Что-то в глазу. О, потрясающая мини-пицца. Ну что, пойдемте готовить? Так, по рецепту мы кладем в тарелку 2 ложки муки, добавляем туда чуть-чуть разрыхлителя, ложку масла и ложку молока. Это наше тесто. Перемешиваем. Что-то совсем не то. Это у меня получилось спустя, не знаю, минут 5 вымешивания. Я добавляла еще много-много муки, еще много-много молока. Дальше мы наливаем туда томатную пасту. Сыпем на пиццу сыр. И, как на видео, кладем сюда помидорки. И ставим это в микроволновку на 1 минуту. Что-то явно происходит. Пицца, ты готова? У меня есть небольшое сомнение, что вообще тесто здесь в этой пицце приготовилось. Да, конечно, сыр за минуту расплавится, помидоры подогреются, но сама она готова или нет, не знаю. Давайте попробуем. Больше минут я, естественно, готовить ее не собираюсь, потому что это рецепт называется пицца за 1 minute. Так, у меня получилось оторвать маленький кусочек лепешки, да, этой сырной. У меня только отрывается по кусочку, у меня не отрывается целиком. Во, кусочек с помидоркой. Это все взять нельзя. Возможно, надо было, как девушка на видео, делать все это в квадратной удобной тарелке, как у нее. Это похоже на пиццу. Нет, я бы так не сказала. Это похоже на нечто подобие какой-то мини-пиццы. Мини-пицки. Потому что это тесто с томатной пастой, кетчупом, сыр,
помидор. Приготовилось ли это тесто за минуту? Да. Оно не сырое, оно готовое. Потому что оно было у меня прям очень тоненькое, только по краям были вот такие, да, широкие борта. Они не приготовились, я просто их сняла и все. Но у них не было начинки. По вкусу мне это нравится. Если мне кто-то так готовил бы на завтрак, обед и ужин, я бы с удовольствием это ела. Там можно добавить разную начинку, огурчик соленый, перчик красный, колбаску, сосиски, курочку, все что угодно. Добавлять туда майонез, да, там всякие кетчупы. И так-то она и вправду готовится за минуту в микроволновке. Но прежде чем вы поставите ее на минуту в микроволновку, вы должны будете смесить это тесто. Я, естественно, вырезала все, что у меня не получалось. Вы видели, да, оно как бы не получилось. И потом уже за кадром я добавляла туда еще муки, еще молока. Масло я не лила, разрыхлитель я больше не сыпала. То есть я добавляла еще муки, чтобы у меня хотя бы заняло окружность тарелки, да, и молока, чтобы все это возможно было перемешать. И это заняло, ну так вот, если быть честным, да, вымешивание, ну минут 5 в общем заняло. Может, это кому-то покажется недолго, типа, что ты возникаешь, 5 минут, это такая мелочь. Но я хотела сделать пиццу за минуту, хотя бы за 2, типа, с замесом минута, приготовление минута. А вышло это немножко подольше. Поэтому этому рецепту пицца за 1 минуту я поставлю... Сколько поставлю? Ну, давайте я поставлю тоже 6 пицц из 10. Только потому, что я слишком долго вымешивала это тесто. Хотя делала я все, как я думаю, по рецепту. Но вы, конечно же, можете написать в комментариях, что ты все делаешь не так, поэтому у тебя не получается. Я прочитаю и обязательно вам отвечу. А следующее, что мы с вами сегодня приготовим, это голубая лапша с голубым сыром. Этот рецепт я подглядела на канале мукбанков под названием Никокадо. Никокадо авокадо. И я увидела это на превью. Голубая лапша, голубой сыр, и мне очень захотелось это попробовать. Голубой вид лапши и сыра в видео был связан с чипсами под названием Takis. Takis Blue. У нас в России нет этих чипсов. Я пыталась найти эти чипсы, чтобы соответствовать полностью тому видео, которое мы сейчас будем повторять, тому блюду из видео, которое мы сейчас будем повторять. Но в России, к сожалению, я не смогла найти эти чипсы. Я даже думала заказать их на eBay, и там 5 пачек стоили 1700 рублей. И доставка в Россию стоила 1600 рублей. И я подумала, а нужны ли мне эти такис? Пусть такис будет в моем воображении. Вот, представляю вам, вот это Takis Blue. Но на самом деле в видео голубой цвет лапше и голубой цвет сыру давали не эти такис, а другой тайный ингредиент, о котором я вам расскажу чуть позже. Кстати, такис пусть постоят вот тут, вот сзади. Чуть позже мы их добавим. Ладно, это шутка. Ну что, пойдемте готовить. Пойдемте готовить blue лапшу. Я ведь вам не сказала, что нужно для приготовления. Для приготовления голубой лапши с голубым сыром нам понадобится, ну, естественно, само собой, чипсы такис, да. Нам понадобится лапша, в моем случае это чан рамён, сыр, который хорошо плавится, сливки, масло сливочное и мука. Ну и тайный ингредиент, о котором я расскажу вам чуть позже. Пойдемте готовить. Сюда я закинула вариться наш чан рамён, наши макарохи. Да, они будут там вариться ровно 5 минут. А тут мы будем делать соус. Закидываем туда сливочное масло. Не помню в каком порядке, поэтому наливаем туда сливки. И засыпаем туда муку. Лопаточкой все перемешиваем. Даем соусу немножко загустеть. Когда соус загустел, засыпаем туда сыр тертый. И перемешиваем. Сыр расплавился, чан рамён сварился, я его слила, лапшичку. И добавляем туда тайный ингредиент. Это 2 капли такис. Раз. 2. Быстро, по-хорошему все перемешиваем и выкладываем в тарелку. В сырный соус мы тоже добавляем 2 капли такис. Раз. 2. И перемешиваем. Только посмотрите на этот невероятный сырный соус. Поливаем наши спагетти. Ладно, чан рамён. Только цвета немножко разные. Так, одной рукой не очень удобно, но я попробую. Ого, да. Нет! Не вытекай, пожалуйста. Так, все, идемте пробовать.
У меня получилось очень много сырного соуса. На вид это безумно аппетитно. Посмотрите, какое оно все красивое, да? Сейчас я все это быстренько перемешаю и будем с вами пробовать. Я думаю, что это безумно сырно. Так, ну что, пробуем. Если честно, я очень падкая, ну, типа, я очень люблю красивую еду, яркого, клевого цвета, да, даже какие-то пачки в магазинах, если они какие-то такого потрясающего голубого, там, яркого, розового, фиолетового, сиреневого, необычные там цвета, мне это очень нравится. И эта лапша мне безумно нравится, и мне кажется, ее цвет сделал ее вкуснее, не знаю, раз в 10. Пищевой краситель, он не имеет никакого вкуса, поэтому это никак не испортит вкус блюда. Он добавляется в очень многое, да, особенно там в разные кондитерские изделия те же. Я очень люблю чан рамен, и поэтому мне очень нравится эта лапша. Я туда, кстати, насыпала приправы, да. И также мне очень нравятся макароны с сыром. Этому рецепту я ставлю 10 из 10 голубых такис. Я безумно рада, что попробовала все эти 3 рецепта, особенно последний. Да, последним я прям очень довольна. И насколько мне известно, его еще в ТикТоке нет. Поэтому, если кто-то увидел это, то можете снимать ТикТоки. Думаю, они зайдут. Клевая, классная голубая лапша, хотя, может быть, кто-то уже это делал, но я, по крайней мере, не видела. И я набирала блю лапша, голубая лапша. Я не могла найти такого рецепта в ТикТоке. И поэтому он есть на ютубчике. Пишите в комментариях, какие рецепты мне еще проверить из ТикТока или из Ютуба. Также пишите, понравилось ли вам это видео и какой из этих 3 рецептов вы повторяли или же хотите повторить после просмотра этого видео. Тут летают комментарии из последнего видео. Если ты хочешь увидеть свой комментарий в следующем видео, то обязательно пиши комментарий. А также не забывай ставить лайк этому видео, нажимать кнопку подписаться на канал и нажимать колокольчик. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. И всем пока! Вы просто не представляете, как жарко на улице, плюс 30, как жарко дома, сколько там, плюс 28. Все это готовила я на кухне, такая жара, я, наверное, все видео просидела вся мокрая. Волосы пришлось даже убрать, потому что они тупо все сырые от жары. У вас тоже так жарко?